Окей, мне надо... Так, стоп. Почему не включить джаз? Так. А если я сделаю вот так, например... Нет, даже вот так я бы сказал. О, нормально. После чего я должен сделать вот так вот. Угу. И мне нужны будут картинки. После чего... Ой. Я должен сделать вот так вот. Угу. Окей. И мне нужны будут картинки этого... Как он называется? Обновление Майнкрафт. Угу. Ну или Майнкрафт обновление, как бы, да. История версии, вот. Дальше мне понадобится Paint. По факту, да, реально Paint. Окей. Я сюда должен найти. Так. Paint. Жду, пока включится. Угу. Угу. Так, что ж, у меня еще есть 11 минут. Я могу за эти 11 минут по-быстрому что-то нарисовать. Не понял. А, что? Телевизор. Окей. Так, до Маинкона осталось 10 минут. Окей. Окей. Угу. Копировать картинку, добавить новый слой, вставить, сохранить размер полотна. Так, делаем вот так, ставим сюда. Дальше копируем картинку, приближаем, вставляем, сохраняем размер полотна. После чего вставляем сюда. Угу. Так, объединяем со следующим слоем. Выделяем вообще... А, стоп, что я сделал? Блин, неважно. Выделяем вообще все, кроме экрана. Здесь рисуем тень. Так. Это точно джаз, окей. Такое себе получилось. А если вот... Угу. Окей. Шум, добавление шума. Ой. А если размытие? Секундочку. Размытие только вот на эту серую часть. Не сфокусированность. Примерно вот. Угу. Класс. Отмена. Размытие всего. Что-то тут явно не так. Ладно. Тогда мне по-быстрому надо взять черный как он называется? Черную кисть. Точнее, вот... Нет, не на этом слое надо. Так. Чашка. Угу. Здесь мы удаляем вот эту внутреннюю часть.
поменьше круг. Нет. Ладно. Так. Угу. Так, выделяем рубашку. Делаем переливающуюся. Очки. Я хочу нарисовать ему очки. Ой. И попкорн. Окей. Ладно. Ой. Да блин. Вторую тогда надо сделать оранжеватый. Побольше. Да. Это именно то, на что я должен потратить сейчас время. Окей. Ой. Дальше белым закрашиваем эту. Здесь закрашиваем красненьким. Здесь белым. Что-то не то. Что-то мне говорит, что тут вообще что-то не то. Например, то, что я блин. Блин. Окей. Вот. Так вот нормально. Добавить надо еще один слой, и на него... Так. Свечение. Ой. Да блин. Ладно. Пускай будет так. Окей. Сохранить. Окей. Допустим. Пускай будет так. Объединить все слои. Дальше. Настройки. Сменю значок. Вот это да. Надо его немного растянуть. Ой. Окей, немного не так растянуть. 9. Окей, вроде нормально. Вроде бы. Это важная поправка. Изменить значок. Какой из них? 800 на 600. Вот этот. Ладно. Пускай будет так. Растянутый. Ну да и ладно. Когда это мне мешало. Окей. Дальше я собирался сделать пустой экран. И добавить все, как выглядят последние 5 апдейтов. Угу. Качественно. Достаточно качественно. Окей. И включить всю логику, которая только может быть.
который... 3 минуты осталось. Пожалуй, я выключу джаз. Мне он не нравится уже. Тут нет рисунка пчел. Ну окей, я нарисую пчелу, значит. За последнее время было какое? Village at Pillage обновление. Блин. Пчелиное обновление. Вот это пчела. Это пчела. Это реально пчела. Дальше было Nether. Тут есть хотя... Да, тут есть, окей. Обновление Незера. Сейчас... Aquatic Update. Это 1.13 вроде бы было. Окей, Aquatic Update. Так, и это я уже с цветами не буду добавлять. Ну, окей, оно немного не подходит под мою логику. И сейчас Caves and Cliffs, то есть пещеры и горы. То есть горы и пещеры. Это все очень натянуто, похоже на то, что надо. Так. 59. Короче, логически. Жители недавно обновляли. Добавили пчел. Я не знаю, пчелы вообще не подходят. Моря недавно обновляли. Недавно обновляли ад. Сейчас обновили верхний мир. То есть очень много. По ощущениям. Ну, такое ощущение, что могут End обновить. Логически. То есть End в последний раз обновляли, это когда добавили дальние острова. То есть End может быть как вариант что-то также связанное с общим миром. Ад был недавно. Что еще можно обновить? Как будто бы либо что-то неизвестное, что-то, что сокрыто под туманом тайны. Ой. О, все, время пришло. Окей. Потише немного сделать, потому что пока месть вообще не узнал. Минус уши. Окей, я примерно понял, какой максимум. Так, субтитры. Субтитры перевести. Я не могу перевести их. Точно. Да, я не могу. Можно их перевести по... Нет, я не туда зашел. Ладно. Окей. Придется читать и пользоваться тем малым знанием английского, которое у меня есть. Ладно. Какие есть варианты? Так, пока мне все равно не спустилась только музыка. Окей, ладно. Жителей нет. Что-то типа пчел, то есть... возможно, сразу после того, как было достаточно большое обновление пещеры скал, это было большое обновление, будет что-то маленькое, ну, уровня пчел. Почему бы и нет? То есть пчелы как будто бы отлично подходят под что-то такое незначительное, но возможное. Мне кто-то написал. Ясно. Я выключу тогда пока месть. Музыку тише. Так. Что есть в Майнкрафте, в принципе? 1.13. Это было давно? Это было пару лет назад. Но в океане сейчас нечего добавлять. То есть там все отлично, все супер. Как будто бы на ближайшее время океан достиг своего максимума. Так, вот эту картинку тоже закрою.
А чем может быть 1.19? Так, я должен зачеркнуть красным то, что нет. Мне кажется, есть три варианта. Окей, пчелок я тоже подчеркну. Но будет странно выглядеть, как будто второе обновление пчел, да. Оу. Оу, что? Что? А. Так переводится музыка. Просто субтитры мне говорят музыка. Я... Что? Почему? Не понял. Окей. Тут есть субтитры. Нету тут русских субтитров. Окей. Окей. О. Блин, 14 минут. Окей, за 7. Это с какого времени? Это с... Так, не понял. Villages and pillages. Угу. То есть 1.14, окей. Есть еще вариант, что можно обновить. Чего бы я хотел? В аду нормально, то есть это было недавно. Энд пустоват, как будто бы в нем нет смысла. Типа ты приходишь, делаешь ферму эндерперлов, убиваешь дракона, идешь за элитами и все. Типа, возможно, конечно, в Энде так и надо, то что там пусто, это своего рода космос местный. Это нормально, то что там пусто. Но там нудно, больше нудно. Типа, ну, мне кажется, нет людей, которые такие: обожаю Энд. Вы видели, какой Энд классный? Типа, нет. Я запутался, что и где. Я распутался. Что это? Ага. Ладно. Окей, я ближайший. Так. Я не знаю, как заполнить это время, пока я ожидание. Ожидайте на линии. Музыка закончилась. Это знак или у них просто музыка закончилась, и сейчас следующая пойдет? Да. Все. Ключ. Угу. Hello everyone, my name is Lumbo and welcome to the Minecraft Live Creator Pre-Show. I definitely could have done that better. Be honest, that was a little bit pants, wasn't it? This should definitely help the situation. A little bit of redstone lamp action, and of course a tiny bit of TNT. Why not? And I'm fully prepared. I want to welcome you to the Minecraft Live Creator Pre-Show 2021. Absolutely glorious. This first little batch of videos are all linked by the way they take the game and create a challenge for themselves and their friends. Hey everyone, my name is PathRHD, and today we're going to be playing Minecraft with not only one mice, but two. This is not going to end well. But hey, that's what makes it fun, right? Let's show everyone how it rolls. So our main mice, this bad boy right here, is going to be controlling where we look. So up, down, left, right. If we want to mine certain blocks, we can do that. Everything that our normal mice usually does. How am I going to move forward? How am I going to move backwards? How am I going to open up my inventory? Well, that's why we have this button right here. We move forward. Simple. This button right here. И вот так вот. Окей, так будет лучше. Easy. And of course, we gotta open up our inventory. It wouldn't be Minecraft without an inventory. Пока есть просто. This button right here.
Voila. Opens up Зачем? our inventory. And I can Окей, say что? that this is Ладно. actually doable. This is playable, you know, just Что in case you broke происходит? your keyboard and you feel like 33:02. fooling around, give this a shot at home. Я пришел I слишком actually рано. recommend it. There we go. Let's see if we can craft 254. ourselves a sword real quick, and hey, we definitely want to slay that piggy. Ладно, видимо, я слишком рано пришел. Alright. This looks very weird, but trust me, this is way easier Ладно. than y'all think. Okay. Я пока себе тут okay. запущу на втором. This is not bad. Get the sword. Easy. There we go. Now we use our other mouse. You know, we got some buttons on the side. Нормально. Ну, неплохо Not выглядит. bad. This feels very Так weird. не сохранять. Poor piggy. Poor piggy. Rest in peace, piggy. But there we Что? go. As simple as that. Give this a try at home. Окей, Let me know how it goes. я пошел. Yeah, this was actually a blast. Я... Hey friends, Mac and Cheese Fleece here. Today we're playing more illegal Minecraft. Так, We'll be digging куда straight потратить down, 32 but минуты? Drew, we're gonna do it with a twist. Batu and Drayler made this awesome mod where Oh. XP morphs us into random mods. Oh. As always, we're gonna have a death counter. Ладно. Ooh, so here is a dig down spot. Breaking the I law, picked this Ладно. breaking the law. You're picking that side? Okay, I love orange. Так. So I'll start here. and go. Okay, go, go, go. Oh, okay. Are we just going as fast as? Ooh, okay. I got some coals and some XP. I can't wait to see what I turn into. I know, me too. What do you think you're gonna be? What do you think you're gonna be? I don't know because we Что? can be anything in Minecraft. I'll bet. Oh, help me, help me. Что, простите, происходит? Я не понимаю ничего. What do you think you're gonna be? What do you think you're gonna be? Oh, I'll I don't bet. know because we. Окей. Это явно не то, что надо. Это явно не то, что надо. Я должен 33 минуты где-то потратить еще. Окей, надо 33 минуты где-то погулять. Так, это... Упс, это не то. Вот. Я включу просто... Просто, чтобы был звук, пока у меня загружается Майнкрафт. This place is so pretty. Hold on. I gotta get down there because wait, I'm a pig. Ладно. Look at this area. Oh Yeah, my look at all this gosh. amethyst. There's so much. Я погромче даже сделаю. А себя потише. Those don't give us XP, so we gotta keep digging down because only when Но our пока XP месть, bar я так fills полагаю. do we get to morph. Oh Okay, my there's some gosh, coal look here. at you. This might be enough. This might Ладно. be enough. Hold, please. Hold. Я не Oh, I'm понимаю, morphed. I'm что... morphed. Oh, you're a husk. Мне точно не хватит моего We're уровня kinda like английского для best того, friends чтобы right переводить, now. что we are best friends. происходит. Hey there, best Best friends. friend. Hey, best Hey friends. there. Do. Okay. I'm just excited that I no longer have to dig 4 Ладно. blocks. Oh, I have a I lot more know, coal. I you might have morph so again. Ладно, much еще more сколько? on 30 your минут. side. I want Полчаса. some. Oh, yeah, Окей. take Share the some, take wealth, some. Yeah, man. for Share sure, the for sure. wealth. Yeah, take some. Let's see what Тут you это... Oh, I'm about to morph. I Ну, know как it Okay, won't минимум. work. okay. Maybe. Oh, Нет, я не буду. Я подумал зайти, посмотреть, как выглядели все Маинконы, но я передумал. Oh my goodness. Oh no, I'm 4 blocks now. Oh, are you? You're Yeah. Yeah, Okay, да. we need some XP. We gotta Так, get out ладно. of this 4 Сколько block еще до club. загрузки there's Майнкрафта, a мне bunch of coal неизвестно. down below where Возможно, you can dig Oh, there is? сейчас Okay, I didn't see Let me it. help you, little картинка... turtle. Сейчас что-то произойдет, потому что в последнее время, когда я его включаю, Wait, I постоянно morphed again. с экраном Yeah. что-то непонятное. Metal silverfish. Oh my look at you, god. you're wiggling your booty. I'm literally so Что происходит? small. Like You're literally one wiggle block. Что это? Это So точно, ну, cute. это точно Alright, должно time, быть we're здесь. Oh, what did I morphing. get? What did I get? Oh, you're a Потому что, ну, это выглядит stray. I'm как... a stray. Что-то I'm какой-то... still a little silverfish guy. Да. I'm so Да, small. это выглядит именно так. Oh, you got some good stuff coming, I Mac. do? Yep. Oh, Так, Diamond. вау, oh. алмазы. I advanced. Hey, Это реально I'm a алмазы. trader. Oh my Yeah, you're a gosh. little Это Okay, да. I'm tall now. I wanted to be tall and now I am. So Okay. this is great. I'm gonna morph soon. Oh, I'm a Vex. Can you Меня fly? I can загрузился fly. Майнкрафт. Whoa! Вот это да. Пьем, Ладно, пьем. Oh, the rules we have to dig straight. я пока месяц не знаю, Down, покопаю isn't it? We have to что-нибудь. dig straight down. I'm Okay, in big okay. trouble. No, I can fly out. I can fly out. Oh, that's not fair. All right, dig it Yeah. down.
Oh no! Ripperoni! Оп. Что? Сетевая игра. Yeah, kitty cat, meow meow. Oh, you're so cute! Thank you all so much for joining us for more Minecraft. I'll see you next time. Bye! Bye bye! Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost, youtuber brasileiro de Minecraft. E agora vocês vão assistir a troca de construção. O minigame que consiste em você ter apenas um minuto para começar uma ideia de construção. Acabou o minuto, você é obrigado a sair do log para a construção do youtuber vizinho. Você deve continuar a construção dele, mas sem saber qual era a ideia original que ele tinha para a construção. Todos os youtubers continuarão as construções de todos os youtubers e no final nós vamos comparar a ideia original de construção de cada youtuber com o resultado final todo bagunçado. Galera, a parada é o seguinte, pra começar, como vocês podem ver, a gente tem dois blocos. Вы не против, если я поставлю, беззвучный режим. И вот эти вот 27 минут, которые надо ожидать до основного действия, я пойду покопаю что-нибудь, я понимаю, вы пришли на Маинкон наблюдать. Ну и я иду копать. Потому что я не знаю, зачем мне там сидеть 30 минут. Так, когда я вышел... я переносил склад, окей. Вау, целый один игрок, вот это да. Ну, 2, окей. Помимо меня, 1. Так. Я... Куда поставить? Я не знаю, куда поставить экран. Ой, как называется? Трансляцию Маинкона, чтобы я не пропустил момент, когда эти 30 минут непонятного мне действия пройдут. Так, что я... Я не помню, что я делал. Я могу начать строить дом. Или нет. Пойду пока блоки стен проставлю. Это хоть что-то. Я точно помню, что я... Так. Гладкий песчаник. Гладкий песчаник. Окей. Я не знаю, куда оно у меня пропало. Так. Но у меня пропала стрелочка мыши. О. Ладно. Бывает, что ж. Окей, мне надо... Сколько там еще? 25 минут? Ладно, почему бы и нет? Действительно. Могу пока пойти попытаться что-то продать. Пум-пуру-пу-пум. Да, я, пожалуй, пойду. Я пойду на базу к тому игроку. То есть, включу пока звуки. О, они у меня даже появятся. Вау, я не ожидал этого. Окей. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Бежим, 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 бежим. Ну, через 3 минуты. Так, пожалуй, я вот эту вот штуку уменьшу. О, хорошо. За 4 минуты, окей. Пум-пум. Надеюсь, я на базе, потому что... Что? Окей, окей. Что это? Карты? Какие-то карты? У них карта есть? Серьезно? Вау. Они явно плохо карты делают. Окей. Ты где? Пойду похвастаюсь ему, то что у меня магазин первый на сервере появился. Так, где он может быть? Далеко. Далеко. На лугу пасутся
А, что? Окей. Насколько далеко? Насколько далеко? Сколько? Так. Угу. У них билд батл какой-то там. Окей. Почему бы и нет? Насколько? Так. Что это? Почему у них? Окей. Окей, подводный. Просто подводный громад. Вот почему бы и нет. Окей. Ладно, странно. Пожимает плечами. Ясно, с ума сошел чел. Окей. Как же у них лагает. Ок. Ок. Ладно, видимо, не получится похвастаться магазином. А я у вас на базе. Я ожидаю то, что он сейчас напишет что-то по типу «Уйди». Или «Только не воруй ничего». Как вариант, он ничего не напишет. Это тоже немаловажный вариант. Его не стоит никогда исключать. Итак, он пишет... Я возле... Че? Ладно. А, тропических деревьев. Точно, они же искали. Хотя в 300 блоках от моего дома было. Ладно. Странные какие-то, ну окей. Так, сколько? Так, что это? Окей, это выглядит как выживание. Осталось 21 минута. Хорошо. Что я за 21 минуту успею сделать? Проставить блоки. Окей, это уже хоть что-то. Лучше проставить блоки, чем вообще ничего. Я запутался. Что я... Лучше хоть блоки проставить, нежели ничего вообще не делать. Конфуций, 2021 год до нашей эры. А ты? Я же ему только что написал, то, что я был на их базе. Ладно. Либо он уже вернулся. Я тоже сейчас буду. Блин. Да блин. Туда-сюда гоняют меня. Гоняет. Ужас. Ужас. Так, 20 минут. Окей. Так, а тут нет? Нет, ясно. Надо будет... А зачем тут вообще хайперлуп идет к моей... Ладно, неважно. Окей. Странные они какие-то. Провели хотя там пару блоков пройти. Окей, допустим. Экономит... Почему я так часто говорю окей? Мне кажется, у меня слово паразит. Окей. Ну окей, в принципе, слово... О. Идем, что покажу. Идем, что покажу. Пойду хвастаться своим магазином, блин. Ахмед, за мной. Ай! Ой. 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 Неудобно вышло. Ой. Ой. Так, все. Амана. Я обязательно выживу. Где он? Ой-ой-ой, блин, на лодке своим. Да. Причем, замечу, я быстрее, чем он дошел. А он еще и прямо... Ну... Ясно, все, позер. Чисто позер. Сколько там? 19 минут. Вон тот летающий сундук ваш. Вон тот. И зайди за мной. Современные проблемы требуют современных решений. Я построил
первый магазин. Все, я похвастался, можно его выгонять. Сколько там еще минут? 18, окей. Я попытаюсь больше не говорить, окей. Блин, а! Сейчас он напишет что-то типа: о, круто. А как ты подписал? Что? Название? Ладно. Название. Блин, как назвать магазин? Срочно надо название придумать. Балкон. В этом магазине есть всякий мусор, который ты приносишь со словами «ну, вдруг пригодится». Вот так вот и придумываются истории. Так, там показывается, как выглядела первая версия Майнкрафта. Сейчас и осталось 17 минут, окей. Окей, окей. Все, я добился реакции. Это уже прорыв. Это уже... Как это называется? Я забыл слово. Это уже достижение. Я вспомнил. Окей. Да блин. А где он? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? У него же есть элитры. Но это все равно. Ехехех. Ехехех. Пойду лук возьму какой-нибудь. Надеюсь, у меня есть лук. Если у меня нет лука... Грустно. Нет, у меня нет лука, но у меня есть... Блин, он уже слез. Окей, сейчас он второй раз залезет, и я его... Чё бегает вообще? Пришел на мою базу. О. О, это я тут взрывал, кстати, реально. Интересно, все скелеты стрельцы? Нет, есть же еще визор. Так. Exploration Update. Что? Это они вспоминают сейчас, какие были обновления? Ага. Так, он ничего не писал. Если он ничего не пишет в ближайшее время, ну, я пошел, получается. Я пошел. Все. Так, отключиться. Так, оп. Нет. Вот так вот. Biz update. Biz. Ofreció una nueva forma de ver los bosques. Con estas hermosas criaturas, las abejas, que dan mucha alegría al juego. Minecraft ya había evolucionado mucho y faltaba la actualización del Nether, que llega a Minecraft para sorprendernos, añadiendo demasiadas cosas nuevas en el Nether para explorar y muchos nuevos peligros. Muchacho. Finalmente teniendo Minecraft en la actualidad con estas criaturas hermosas, los ajolotes, cuevas asombrosas y muchas cosas por explorar. Más de 10 años de Minecraft en pocos minutos. Well, that made me feel old. I remember pretty much all of those Minecraft updates. When I first started playing, beds had only just been introduced. I mean, can you imagine playing Minecraft without any beds? Anyway, this Возможно, last это section is a showcase of big более лучшая community идея, что? games. And I've created my own little
game right here. Let's see. Очень по-русски. How good is my aim? The pressure is on. That didn't happen. Let's see if we Так, can get ладно. this first try. Я There впервые it is. заменил слово. Окей. Что-то Yeah, I can новое. promise you that the community games are считаю, about to это be прорыв. showcased are far, far better than whatever this is. My name is Scott, Ors Major, or dang, that's a long name. A branding nightmare, I know. Видимо, я ошибся. Что ж, бывает. Секундочку. Ай, ай, ай. Прости, Джоли. Такова судьба. Я не хотел. Мне пришлось. Так, я видел здесь крипера. Ух. Где? А, все, окей. Блин, учитывая, что, ну, пока рядом монстры, ты спать не можешь. Был убит зомби. Так, если я правильно помню, у него только что была полная алмазная броня. Точнее, назаритовая. Каким образом он смог помереть? Мне кажется, это хороший вопрос. Странный, непонятный, но хороший. Как можно было помереть? Так, что... А, я поставил на паузу, блин. Так. Мини-игры показываются. 12 минут 13 секунд, окей. 12 минут еще. Что 12 минут? Стены, 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 стены. Так, тут они ничего не делали, кроме... Да, они понесли саженец, который тут уже полмесяца лежит. Стабильность. Так, я успею хоть немного стен проставить. У меня целых 12 минут. Фух, давай, у тебя все получится. Я хочу кушать. Ладно. Не время кушать. Хотя, учитывая то, что... Почему я так не могу? Мне бы эта способность очень помогла в строительстве таких стен. Окей. Скорее всего, не помогла бы. Способность падать. Способность сбираться бесполезна, если у тебя нет способности падать. Безумно можно быть пев. Что? Серьезно, мне двухблоков. Окей. Ладно. Зачем я сам себе поставил задачу исключить... Так, стоп. Здесь... Как это называется? Ой. Это праздничный салют. Здесь уголь, там то, что мы хотим под действием углем. Или же карбоном сжечь. Точнее, переплавить. Фух. Что? Ладно. Что-то странное. Так. Сколько там еще минут? 10 минут. За эти 10 минут я... Успею ли я чанк? Окей, не весь чанк, но часть чанка снести. Спидран по Майнкрафту, поехали. Я забыл лопату. Молодец. 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 Это ведь мне прям поможет в моем деле. Стоп. Да, куда я делал свой топор? Типа, окей, лопату я выкладывал точно. Почему я топор выложил, я не помню. Ай, блин, странности, какие-то странности. Полтергейст. Так.
Я, пожалуй, поставлю вот сюда, чтобы видеть таймер. Хорошая идея, мне кажется. Если я буду видеть таймер, я как минимум смогу вовремя... Я... Так, все, я вижу таймер. Хорошо. Это не может не радовать. Девять минут осталось. Угу. Как будто бы я сделаю сейчас вывод, на самом деле нет. Типа, окей, 9 минут, да. Не 12. Печально. Грустно. Обидно. Соболезную. Так. Буду ли я делать... Да. Вы можете задаться сейчас вопросом, на что я ответил. Да, но... Ха-ха. Будто бы я отвечу. Знал бы я сам. На что я да ответил. Может быть, был бы лучше. Так, 8 минут. Чуть не упал. Какая же классная, не лагающая картинка. Угу. Ни единого лага, конечно. Да, конечно. Может, я себе потише сделаю? Потому что я не уверен в громкости, но мне кажется, я могу быть достаточно громок. Излишне громок. Чересчур. С перебором. Излишне. Сколько я еще найду синонимов, я не знаю. А я буду искать. Или нет? Блин, как-то слишком быстро я похвастался магазином. Может, еще раз его позвать похвастаться магазином? Звучит как объективно. Звучит как нормальная, очень адекватная идея. Позвать человека, чтобы второй раз похвастаться одним и тем же магазином. Блин. Вдруг он вживется в роль и подыграет. Так, сколько минут осталось? 6 минут. 6 минут и 40 секунд. Блин. А хочешь еще раз? Да блин. О, все. Ставь на запятую поставить. Блин. У меня ощущение то, что он не подыграет. И он напишет сейчас нет. Я еще туда приду. Когда появятся. Блин. Не думал то, что слой появится. Я начну осмысливать. А там точно я вторая? Ну, вдруг там твердый знак. И... буква Ж вместо я. А вдруг? Типа это... я знаю. Окей. я знает он. Так, осталось... Покажите, 5 минут, окей. Ладненько. Лучше буду говорить ладненько, нежели окей. Ладненько. Я слышал где-то паука. Ладненько звучит. Я найду его. Вот там. Я найду его. Я не знаю, что я с ним сделаю, поскольку у меня нечем его бить. Как будто бы он выше. Или ниже. Или я паук. Вот. Блин.
Я чувствую себя сейчас глупо. Блин. Я забыл о том, что у меня тут карьер. Так. Оп. Оп. А как он Ладно, неважно, как он оторвался, в принципе, да. Обычно просто, если он отрывается, это значит то, что некому уже держать просто эти поводки. По понятным причинам. А если непонятным, поймите. Так, оп. Сюда андезит. Сюда. Нет. Нет. Стоп, там было место? Ой, как же переезд вещей мешает пониманию, что и где лежит. Сколько минут осталось? Неизвестно, но... 3:25, окей. Ладненько. В какой-то момент я все-таки начну говорить ладненько. Я не знаю, когда. Скорее всего, еще долго нет. Но этот момент точно настанет. И сразу после того, как я начну говорить ладненько, все, скорее всего, но точно нет, пойдет по плану. Пока месть не все идет. Не все идет по плану. Ну, да. Я запутался. Что такое метафора? Так, я надеюсь, я ниже. Ничего себе, блин. Я каким-то образом даже не прокопал лишнее. Так, 2:33. Я попытаюсь успеть этот кубик сломать, но я ничего не обещаю. Я не верю в то, что его можно сломать за 2 минуты 33 секунды. Я потерял слишком много темпа. Если бы я невзирая ни на что, например, на то, что ресы, которые я не подберу, удалятся, продолжал бы работать, может быть, я успел бы. Но это нереально. Так, осталось 2 минуты. 2 минуты. Блин, а в принципе, что изменится? Типа, максимум, что я могу комментировать, это картинку, учитывая, что... Как это? Субтитры только на английском. Мой уровень английского где-то на уровне London is the capital of the Great Britain. Yep. О. Ладно. Плюс день. Сколько? Минуты 14. Я успею. Я успею. Главное верить в себя. Так говорят мультфильмы Диснея. Главное в тебя верить. Стоп, а где... А почему на трансляции Майнкрафта отключен чат? Не понял. Странности какие-то. Очень странные странности. Да ладно, я успею. Сколько у меня секунд? Сколько? 53 секунды. Я успею. Я успею. Я обязательно выживу. Этот мем здесь ни к чему, он вообще не подходит. Ну ладно, не важно. Я успел. Я, может быть, даже еще и блоки проставлю. Нет, у меня 34 секунды. Видимо, нет. Я уже не проставлю блоки. А, я их еще и не в тот сундук кинул. Молодец. 19. 9, 8, 7, 6, я не успеваю. 5, 4, 3. Что, ладно. 2, 1. Ну, да я не... Включить звук. Что? Что, простите? Где звук? Я звук выключил? Я у себя звук выключил или тут нет звука сейчас? Стоп. Ой, ладно. Окей, я чуть-чуть поставлю на 1.25.
Учитывая, что я немножечко пропустил, но бывает. Бывает, окей. Так. Hello and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets. Until we tell you all of them today. Мы расскажем вам обо всем. Ну что ж, давайте сделаем это. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announced. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi Agnes, hi Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited, very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft Live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, this update changes basically everything about the world generation in the game. We've added massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and people have been playtesting and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing, and you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah, for example, on a player tweeted at me a wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. So amazing. It truly is. I mean, this is like the biggest update we've ever done, and we couldn't have done it without the community. Самый большой апдейт, который мы когда-либо делали. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and like tell everyone about that. Yes, I mean that's it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good to be as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush. So caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got such so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, like things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we've been working quite a lot on like the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And so it got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things. So that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers, and this was like quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together.
In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleagues who work on the mountains, we present to you the clips and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Song Dong's cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. Много времени потратили в это обновление, и оно должно быть хорошим. What a great team you have! The best team. And now we've been working on Caves and Clips Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focus on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. Так, окей, нам показывают пещеры, ладно. Это то, как они должны были выглядеть. Ну и все еще должны. И я понял то, что у меня... Нет, это 702. Попрошу, блин. Это 1080. Вот. Меня сосками, блин. Окей. Красиво, да, красиво. Я бы тут... блин, ну, выглядит объективно супер. Я не знаю, как на этом путешествовать надо будет. Но... О, пещера классная. Но... Типа она прям так изрезает все. Так. Водопады огромные. Просто. Жизнь. Типа, ну, на лошадях? Как я буду путешествовать на лошадях в будущем? Да, я редко путешествую. Wow. They're beautiful. Это я могу перевести. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, we have been playtesting a lot, and we're like, we couldn't stop playtesting because we get distracted all the time. So many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires like going on adventure, building, telling stories. Создавать истории. That's amazing, and I mean,
mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old, and I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds, and like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many, many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Case of Clues Part 2, we've actually done two things mainly to make sure that everything works well, and the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now, with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah, so what happens if you open your old world with a new version of Minecraft, and I took a look at what happens in my old world, which I've had for like 10 years, playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just didn't go there until now. And wow, Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was waiting, okay? So that's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight up, well, not straight down, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful, I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. Yeah, it's almost identical. And then it's the thing in the community, you find a cool location and you share it, like, look at this world I found. And before, you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can share cool places together. And I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Clues Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about it. So we're not 100% there yet, but close. Very similar. Типа, с одной стороны, сложнее будет найти тот же самый сид. Видео Неркина про то, как смотрите, какой классный сид я нашел, станет немного менее классным, типа, немного менее полезным. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. Thank you. Caves and Clues Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Оно выйдет на компьютерах. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and mossy cobblestone. A relationship that's truly rock solid. И Cobblestone с How about Steve and Creeper? Что насчет Стива и Крипера? Okay, maybe not Steve. Окей, может быть, нет. Not them. Not them either. Нет. That's gotta hurt. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon, what's that, Goat? Что You насчет got the best example of togetherness yet? Okay,
This better be good. Окей. Minecraft Она Bedrock хорошо. Edition and Minecraft Java Edition. Finally. А, это про то, coming что together объединение? No, that's not right. Нет? Это не про это? Absolutely not. Бав. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient, perhaps a little too convenient. In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its crossplay supporting Cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my two best friends. Когда PC-игры станут, компьютерные игры станут Sweet лучшими smell of друзьями. togetherness. Together в будущем. О! 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 Hello, Minecrafters of the world. Привет, Майнкрафт со всего мира. Я хочу помочь, друзья. Это очень важно. Вы сегодня можете проголосовать за идеально классных мобов. Как это работает? Мы имеем 3 разных мобов, которые попадут в следующую версию Майнкрафта. И ты, комьюнити Майнкрафта, со всего мира можешь добавить его в игру в будущее своей игры. И в свое сердце, если ты хочешь. Как ты, маленькая. Я никогда не забуду тебя. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year, and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from. There will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs. But one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just 1 winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size but never in heart. The one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling what? What? I can't hear you. Hold on. Oh, I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Okay. Oh. Can you hear me now? Ты можешь сказать мне сейчас? I still can't hear you. What? Я все еще не слышу тебя. Oh, fantastic. Oh, Tiny Jens. Oh, Tiny Jens. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. Oh, but don't worry. Yeah, I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Хорошо. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Пока. Jens, you're here. Блин, озвучивать звуки. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Jens sent you.
while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. And to begin with, we have the Glare, which is a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it. And that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances the Glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The Glare sounds amazing. I'm ready to vote Glare now. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the Copper Golem. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can de-oxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also de-oxidize it. Wow! In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions. That's amazing. So Copper Golem, LA, Glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 97 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those 3 questions, I think everyone who wants to know the answer. Well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. I mean, there's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. Sure. All right. Now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon,
I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hello. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my God, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Cost Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts all on the wall. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So creator is really anybody who makes anything in Minecraft, you know, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and, you know, that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on that. Everybody can be a creator. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. What is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but not to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer, and we created this together, and I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited about that. Yeah, that was just so cool that you're able to do something just in a game jam, and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy, and every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on, and we have some awesome examples of that. Окей. Это игра. В игре. Ладно. В виде чего? Музыка. Оу. 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 Так, камера шейк, то есть тряска камеры. Это не рожденская партия. Вечеринка в Майнкрафте. Музыка. Не озвучивать музыку.
I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creations, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. No. Hey everyone, I'm EY Stream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, you know, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into, you know, learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft Entity Wizard, which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Yanis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017, I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today, Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations, and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft Marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard, and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. I can find our new grizzly bear pack in the behavior pack section and simply enable it. This will automatically enable the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. And here's our grizzly bear. Have fun creating. It's free and works on all platforms. I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone can be a creator. So, Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them, and I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot, and I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they're sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you were able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of you know,
born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature, so I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, you know, walking around the deep forest. Kind of fantasy-driven. Then I animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around, just to add something, you know, kind of cute and cool to the forest. Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart, with a twist, which is what I'm calling an axolotl, an axolotl, and an alligator. Что с этим я сделал из аксолотля? It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. Внимание, вопрос за что? An alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now, based on your definition, because I made that and I showed it to all of you. Я показал это всем вам. Seeing something that you make И теперь я in a game that you've Сомневаюсь, что хорошая идея была, конечно, вам показывать. Вы не оценили, мне прям что-то не очень. It is so rewarding, really, to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like if someone that like paint is the only skill that I have, like I know everyone can do it. So please go install Blockbench and try it out. Like we would be so incredibly like proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm going to have to talk to the team about that. So we're not professional creators, obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people who... This is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely proud of. Like being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I mean, I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that make just texture packs, or like Charlatan Schematics. That's just a family on the West Coast that makes their own world. And the fact that the marketplace can support all of them and make it their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. Так, ну по идее все, эта часть закончилась. Ну, затянута, как будто бы. Вот часть с... А какие ваши любимые мобы? Как вы их делаете? Вау! It almost feels like a dream that I'm making a living, making content for the marketplace. It is the best job that I can possibly ask for. Так, секундочку. Сапер. Где сапер, блядь? Или это в браузере надо открыть? Хороший вопрос. Я решил в этот раз не озвучивать. And that's just so heartwarming and lovely to see, and it really does put a smile on our faces. Так. The thing I like most about creating inside of Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people, and it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them. Почему он выглядит так, как будто его заставили? Типа,
только что этот чел выглядел так, как будто ему... Ну давай, расскажи стишок Деду Морозу. Давай, садись на колено, садись. Но ему как бы лет 30. Он не хочет сидеть на коленке Деда Мороза. Кто в 30 лет хочет сидеть на коленке Деда Мороза? Кто-то странный. Wow! We're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Так. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Let's look at some bees. Пчелы. Finally have a Nether update. Имеем Nether update. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Панды. Caves and cliffs update. Пещеры искал. David Nisagen. Так. И сейчас они говорят то, что сейчас апдейт. The results of the first vote are in. The winner is Tiger. Выиграла Тайга. Горы. This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. Ты можешь сейчас решить, кто пойдет в Майнкрафт. Ну, вообще, сейчас они говорят то, что следующий это обновление. Вкусно. Что? Обновление. Вперед. What should I do now? Барабанная дробь. И... нет. Мобби. Мобби. Да. 10 years ago, I stepped on the Mainкон stage for the first time. И впервые I still get nervous and excited every single time I'm on this stage. Я долгое время стою на сцене, и это очень важно. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get way too even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Рассуждаем побольше. Подвод. Вот мы и тут. Это самое время было. Перед тем, как мы это сделаем, давайте сделаем небольшой выбор. Мы имеем глэр. Моб, который ищет тьму. Он может быть с тобой и летать. Ну, глэр как будто бы может выглядеть классно по виду. LA — это тот же самый Пикси. Ну, Пикси... LA зачем? Коппер Глэр выглядит супер, он стильный. Он будет младшим братом Железным Големом. Давай! Как вы выбрали? Ян скажет, вы должны... Скажи уже, кто проходит во второй. Глэр не проходит. Ну, точно не проходит. Кому нужен Глэр? Да не пойду я на Твиттер, нет у меня Твиттера. Давай. Ладно, и просто нажми. Чтобы... Ты можешь сделать это прямо сейчас. После первого мы пойдем к финальному. Наратор? Марил? Наратор — это тот, кто... We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today?
Нет, подпишись сегодня. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? Как тебя прочитать? Фуфы сос на про. We've actually received a question for us just now. Мы прямо сейчас спросим. Так. Do you think making a Ты video думаешь, is the что... easiest thing in the world? No. Нет. Literally no one thinks that. Well, Привет. Как у тебя дела? У тебя... Как думаешь, ну, у тебя тот же уровень примерно английского, как у меня. То есть ты тоже не понимаешь ничего, что они говорят. Потому что пока Meet a Minecrafter interview some of the most incredible ощущение, members of the кстати, только Minecraft что, я не знаю, я не уверен, следил ли ты до, ну, следишь ли ты, как сейчас я, за Маинконом. Они только что такие, ну, смотрите, вот такие были старые обновления, вот, и как, ну, и там даже барабанная дробь была в какой-то момент ощущение, то, что вот-вот они должны показать, что следующее. Но нет. Ты что-то ждешь, кстати? Фуфусос на про. Что ты ожидаешь от этого обновления? Есть предположение. Наконец-таки. Это... Секреты Майнкрафта. Пока. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Нет, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал и... Он не успел договорить. Так, стоп, а он не понял. Now let's welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. А, предположение у тебя нет. Окей, я примерно, кстати, теперь понимаю, какая у тебя задержка. То есть мы где-то с тобой разговариваем где-то через минуту. Окей. Hopefully make the game a bit better. That does sound cool. You and the Dungeons team have been working so hard recently. Ну, я только что в бейте. Ну, ощущение, что как варианты... Мои варианты, мои личные варианты. Энд пустоват. То есть, ну... Типа, когда ты ходишь в энд, ты такой... О, убил дракона, класс. Собрал элитры, вау. И все. И максимум возвращаться, если тебе нужна ферма опыта. И то не каждый строит ферму опыта. После чего энд, ну, бесполезнейшая вещь. Второй вариант — это общее, то есть что-то типа, ну, обновление всего по чуть-чуть, потому что в этом обновлении, сейчас в 11.17 его же разбили, там обновили много, как минимум, ну, я про то, что генерацию мира. И третий мой вариант — это что-то типа второго обновления пчел, что-то мелкое, неожиданное, и ты такой, ну, хоть что-то. Окей, нормально. Итак, давайте наконец-таки посмотрим. Заяц. Житель. Что это? Что происходит? Так. А, да блин. Альтап. О. Ага. Я ничего не знаю про Dungeons Minecraft. Я ни единого видео не посмотрел. Мне ничего тут комментировать. Окей, может быть одно. Но не сказать бы, что человек, который это видео снимал, хорошо играл в ту игру вроде бы, так что да. Я знаю примерно на уровне того, что да, существует Dungeons. Класс. Еще вроде. Так. Матч. И много-много нового. Щиты. Ладно. Каков шанс, то что нам вообще ничего не скажут.
покажут 1.18. И такие, ждите. Потом, когда-нибудь потом мы вам рассказываем, что будет дальше. That video is so exciting. Это видео так захватывающе. Да, мне очень нравится. So there's a lot going on in that video and a lot to talk about, but why don't we start with, now that DLC is done, Сейчас DLC начались. what are seasonal adventures? Right, yeah. Now that we are over with the story of the Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11 and we started working on seasonal adventures, which are a new way for the player to progress through the game and increase in ranks, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long do they last? Right. Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So, for instance, say we release seasonal adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. New All the content. content. And speaking of content, what are some of these new Я things that ставлю то, players что can ближайшие unlock? 30 секунд Right, она yeah, скажет we еще added раз tons seasonal. of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character, so whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shininess there. Also, we got in some emotes, which are this little dances Я and ничего little не ставил, ясно. Я expressions you сказал, can что do я with your ставлю, а я же не character. сказал, что я ставлю, так что все Yeah, засказано. exactly, and have some fun Ха-ха, with your не friends. понял, Why да. not? Like we see here, having a party. Also, we added tons of new capes because everyone loves Как capes. много And tons of new воды. skins, just in case we were missing. That's a lot of skins. Yeah. Больше That's a ton воды, of skins. богу воды. Well, now we have a question from a Ну, Minecraft сейчас creator. мы имеем вопрос. Hey, Хорошо. Strawberry17 here, and I have a question. Will И there у be меня free вопрос. content included as a part of seasonal adventures? Ой, сезон. Да, блин, надо было... The Блин. answer is yes. We always try to make sure there's Блин. content for everyone, regardless. Но So в любом for случае seasonal это не она adventures, сказала there'll always seasonal. be a free track Oh. and a track you can pay for. Oh. So there'll be different rewards in each, and you'll be able to get Ладно. whichever you want at any time. So yeah, we wanted to cater everyone. That's great. So Это how do хорошо. you earn rewards? Ну, Right. You Правильно. will be able to get adventure points Мы- all throughout the game, meaning that doing the regular stuff you do, you'll get them. Like, say you beat a daily trial. Да, да. At the end of the daily я вас trial, you слушаю. get adventure Я points. ни слова не Also, понимаю, we implemented new weekly challenges. So we'll ask you, Недельные like, this week, челленджи. if you beat 100 Это zombies, you'll get если extra adventure говоришь, That's a lot of zombies. Yeah, but people do Да, it so приключения. fast. I'm always so Да, impressed. люди такие быстрые. Что? And also, the best way Но to get лучший adventure путь, points is in чтобы the tower. получить Okay, the adventure tower, points, which we have это not spoken башня. about yet. No. So what is the Нет. tower? The tower Что is где another башня? free single-player feature Башня that we've это added to camp. фича So you'll be для able to see this gigantic tower in the единичной camp. I love how it turned out. And it is a space with 30 different floors, each floor harder than the one before, and you'll get to fight in arena modes. Вот так You'll вот get я to и fight потерял bosses. фуфусу на про. You'll get to Он был, meet some new tower и вот его inhabitants, больше and нет. yeah, hopefully Press explore F to around and be pay able to test your skill. Respect So for фуфусу you на will про. start with a Сос completely на blank про. character from the bottom, and you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you Вроде can ты, test your skill. вроде он That исчез. sounds Окей. really fun. So let's take a look at some live Грустно, gameplay of the печально. tower right now. And Так, for я that we мог have хоть с JP. кем-то Hi, говорить. JP. О, привет, Джеки! Привет. I Ты think he видишь мой stole that трон? throne from the Arch Illager. I think he stole it from me. Я думаю, это для меня. My stuff. Let's go loot Мои the tower. вещи. Это Nice. So what are we seeing here, Lara? башня. Right, so we prepared some special Мы- floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah.
we also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find a ton of magical spaces and new characters to meet. So yeah, this level is quite easy, as you can see, since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that balcony. That's our tower keeper. Very cool. Yeah, that's a character that will guide you through the tower and yeah, will guide you around. Все, когда они говорят так, окей, когда они говорили хоть немного медленнее, я такой, да, вот тут я услышал, да, услышал. Ну когда это бьет, right, yeah, our tower runs will be seated, and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say, I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon, and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends, and you can learn together how to go through the towers. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give JP a real challenge now. Right. We're gonna go up the tower. Когда они говорят так, окей, когда они говорили хоть немного медленнее, я такой, да, вот тут я услышал. Окей, нормально. Блин, я думал, то, что я могу быть громковат. Ладно. Так, я там вроде собирался сапера включить на втором. Never had before. Все, я буду играть в So сапера. JP is right now fighting jungle mobs, but there'll be ice mob together with them, and there'll be some new mobs. Here you can see some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which are extremely bulky guards. We even have a ghast in the mix, and JP is getting Секундочку, я вам глаза открою. So we're getting that's a tower guard right there. So yeah, we're getting tons of new combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. And Ghast looks really difficult. Yes, it is. JP's not doing so good right now. No. Let's see. Oh, JP, Так, куда мне that это was a поставить? valiant О. attempt. Yes. Really, really good. That was so good. So, you've talked about so many new things. But Я, when will people пожалуй, get to see them? надолго тут остаюсь. Реально, мне теперь все нравится, в принципе. So, very, very soon. That is Всё very soon. класс. Thank you so much, Laura, for Ай, coming я не by. той This is кнопкой all нажал. very exciting. Thank you for having me. Серьезно. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Давайте посмотрим на последнюю. Что? Так, еще раз. Ну, тут точно, тут точно. Ну да, мне кажется, надо все-таки хоть немного использовать мозг, когда играешь в сапер. Блин. Забыл совершенно про это. Once again, our friends at Element Animation have made us something to enjoy and perhaps even sing along to. All while taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Привет, вы тоже. All the features in part 1 of the Caves and Cliffs update? Вы уже увидели всех существ из Caves and Cliffs Update? There's brand new colored candles and the lichen makes rocks glow. You'll find some amethyst if you look inside a geode. The buds grow into clusters, then you get shards when they're mine. Что? These are just a few of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, make your house from these. Spending too much time in powder snow will make you freeze. You can find raw copper, smelt some ingots into blocks. A lightning rod. После таких видео, мне кажется, нужно начать бояться коз в Майнкрафте. Они же реально страшные. Как я это раньше не... Ладно. Так, сюда. Блин, сюда.
Фух. Сюда. Ой. Well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision, and now one mob must go. We have the glare, the allay, and the copper golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the glare. Я так и думал. А я знал, что Глэйр не пройдет. Это было элементарнейше. How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life easier or more fun? Or like the Year of the Phantom, way more terrifying? Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. There's a brand new poll just posted to the Minecraft Twitter account with only these 2 mob finalists to choose from. Make sure you're logged onto Twitter and click the mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts, so don't miss out on your chance to change Minecraft. Иди измени Майнкрафт. And I think I can see Jens voting. Это дословный перевод. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you, but I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. The coolest part is seeing how with Minecraft, the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But anyway, let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled forever. Young people all over the world are using Minecraft to explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. We have different classes such as Braille and Sign Language. We reached out to one of our teachers who learned Braille and she taught us a thing or two. Take a look at what these girls built, a school of the future. They thought about clean energy and inclusive design. An interesting fact about our building is that we used coding to build a playground. It was very fun to make. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. Under the guidance of my educator Kamal ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Ka, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. And they're not just building blocks, they're building super useful skills. Games like Minecraft prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Normally in school it's like, here's this, do this, off you go. Это было but просто. Now it's like, blank schedule, Minecraft, yes please. Yep. This summer, students imagined a greener New York City in an epic А студенты строят зеленый Нью-Йорк-Сити. Молодцы, молодцы. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Teams of students built turtle habitats and wind farms. And in Slovakia, young people imagined a bee sanctuary in Minecraft. During this build, I learned that bees do this thing called swarming. Я показываю то, We can live more sustainably, пчел we не can умеет treat one плавать. another better. And can Ты we all можешь agree сделать that learning should always это be fun? лучше. И всегда Let's будет build a интересно. better world together. Давайте сделаем лучший мир в будущем. Как же ему нравятся эти перебивки с пчелами. И Now it's the следующий. big moment.
Это большой момент. Агнес скажет о следующем обновлении. Как вы себя чувствуете? Да, отлично. Absolutely. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we managed that lead it together, but I'm like the creative lead, and I'm super happy about that. But it feels quite surreal because I also used to be a Minecraft player and love this game, and I'm very happy and lucky to be here. Yes, I think we all feel that way. And it's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it, and like we all feel like. I mean, we are part of the community too. Yes, we definitely are. And now, Agnes, you are going to reveal to us what the next update is. Следующий Okay, so the next update is called the Wild Update. Дикое обновление. Животные? The Wild Подожди. Very, Джунгли? very intriguing. So what does it encompass? Дикий, одичалый, безумный, бешеный, необузданный, буйный. Что? Что? Подожди, что? Ну, это подходит покаместь, без объяснений, без объяснений. Это подходит и под второе, как это называется? Под второе безобъект, апдейт и под описание кот в мешке. О, привет! Добро пожаловать, спасибо. Что ж, мы двигаемся в этот объект, и что ты можешь побольше сказать? Да. Самые большие вещи. Это просто расширяет. Мы действительно хотели сделать. Он опять сказал Раша. Он сказал Rush. Нет, он сказал Rush it. Почему не Russia? Let's actually Почему look at сказал some of Russia? the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. Были бы чуть-чуть. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. Это что, простите? Так, это что, простите? Так, скалк сразу, ну, это новый. Я забыл слово. Это новый данж. Я там видел какие-то пики. Если мне не показалось. И учитывая, что я недавно проходил Амнезию, мне это напоминает одну из комнат в Амнезии. Вот это вот что? Вот там какие-то пики вот на том квадратике. Так, стоп, там еще один вид вот этих. Что это? Четырехножки. Хорошо, что я не даю ничему названия. Четырехножки. Ладно. Четырехножки. Что это за пики? Вот они. Вот что это. Wow, it's like both beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that deep dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the deep dark biome to just be, you know, caves or just skulls spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. And, you know, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players, we're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, like, ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. И мы добавим. It's really cool. Это реально классно. It feels like a place это чувствуется как. I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on it. A little Skulk family. It's a Skulk family. Yeah, maybe they're not so cute. Not so friendly, no. Skulk. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something called a Skulk catalyst.
And the main thing about the sculk catalyst is it's actually what causes the sculk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the sculk catalyst, it actually spreads sculk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. Wow. So, the deep dark, it's kind of overgrown with all these sculk blocks, so that means that lots of mobs must have died there. Quite a lot, yes. Make it less scary. С него падает опыт. Oh, and as you can see here, when you mine some of the sculk blocks, you actually get enchanting points. Оно в себе хранит опыт. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use Оно в себе будет хранить опыт. Then we have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's gonna give that really scary shriek sound that you heard now. And да, это точно выглядит как-то штука в амнезии. You can even see now when you're sneaking and you step on a skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute we're gonna show you a clip that's a little scarier. But I mean, Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, what do you imagine them doing? I think the Skulk Catalyst is going to be really interesting because, when you could create a mob farm with through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless you, the player, actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. There's lots of opportunities. And you can build experiences for other players. Like imagine building a haunted mansion or a really dark forest, and then you have the shriekers. Terrifying. So then, when players out walking and then they activate the shriek and hear like. Or you do that all around your world, and just whenever anyone's visiting I'm not going to visit your world. Shriekers are just shrieking. We have a community question for you. Были ли вопросы? Вопросы от question is, what was the inspiration behind the shrieker? Что? Yeah, I mean, that's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the Skulk Shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the Skulk Shrieker activates too many times, the warden will come. Warden придет и покарает, видимо. Я не хочу, чтобы Warden пришел. Воли, чел, воли, ломай блоки, ломай, беги отсюда. Сломай. Oh. Ау. Прям вот так. Darkness. Что? Беги. Ой. Это все. Чел, ББ. Почему я ему сопереживал? Kind of back to thinking that the Skulk family is very adorable and sweet. Okay. Seeing that, wow, there's a lot there, Brandon. Definitely a lot to unpack. I mean, the first thing is that the warden actually emerges underground. So that means the wardens are kind of in the deep dark, in the walls, under the floor. And it also has developed a sense of smell. So, of course, you can sneak around and try to be, quiet and not to get detected. But
unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that like sneaking gameplay, because we haven't really had that before. So we are in the deep dark, everything's super dark, and you're sneaking, trying to find the treasures, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, I think you have definitely upped the terrifying level, Brandon, and I just love how much you've expanded the deep dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's our expert. Like, if you want to do something scary, it's like, Brenda! Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. Почему бы не испугаться? So Agnes, the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of the wild update, which the name is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this, more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. So we want to like celebrate the wilderness of Minecraft, and one thing we want to focus on is immersion. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside the Minecraft world. Actually, like we are now. So beautiful. And we also want to focus, or have focused on biome diversity. So we want to find like a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground. The trees are taller, flowers, цветы, it's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's like Значит, very Swedish forest. Yeah, я так полагаю, это все-таки подходит второй вариант, типа общее обновление всего по чуть-чуть, типа вида того, как выглядит. It's getting a lot more in the wild update. That's true, and that's the swamp. Вот, например, our art team is just so amazing. It's such a beautiful concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here, and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hi, Corey. Hey, it's absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick. It's Corey, after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of the, I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the Chestanet. Интересно, сколько там было дублей. Лодки с сундуками, говорите? Хорошая идея, мне нравится. It's so useful. Это так полезно. Yes, especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's going to be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. So as you can see here, this is a propagule. And propagules grow from mangrove trees. They're actually like ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here the mangrove tree grows propped up on root blocks. Has vines coming down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. Ну, это можно. I really like how the propagules are looking here. Банан. And okay, I'm just gonna nerd out on propagules for a minute. Okay, so in real life, propagules grow, like I said, from the mangrove tree, and then when they fall into the water, or like let's say they fall into water, they can float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves
are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited that we're adding them to Minecraft. That's awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules, I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. So seeing them in Minecraft is so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we're so happy, like we get so many questions from the community, like, will there be a new wood type? Ну, блин, цвет досок я уже не уверен, то что прям что-то между джунглевыми и акациями. Не знаю. Надо еще увидеть двери и I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like really big roots, and I think that was so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth. And it's a bit tricky to decide how the roots should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots. Because, for example, when you like go with a boat, and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like in this picture. It's really nice atmosphere. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like just this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like in real life. And you have all the mangroves propped up on the roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes. Ну, блин, нет, это surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. Oh, and I mean, during sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. That's absolutely gorgeous. I noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. Сравнивать те концепт-арты mud. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. I love the renewable clay. Like I always need more bricks. So perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with you. That's actually true. I have this one mason, it's diamond tier mason in my village. Окей, это классно. You're taking a village job. They might be a bit upset now. Глина, она была конечным ресурсом, то есть невосполнимая. Но теперь... Yes, we're also adding mud bricks. So mud bricks are really, really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. Классно. Типа новые кирпичи, глину можно добывать вечно. Это супер, это отличная новость. Если мы можем добывать глину, у нас есть новые мангровые деревья. Окей, мангровые деревья выглядят нормально. Я сказал, что ну, такое, конечно, на концепт-артах, и вот это не то вообще. Неважно, вообще не важно. Окей, они выглядят более или менее типа, на уровне со всеми остальными, но типа, если сайты мне дают возможность глину добывать, еще и кирпичи, еще и в принципе новый вид деревьев, ну, объективно хорошо. Это не может быть плохо. Окей, может, но... Кто победил? Еще никто. В первом голосовании вылетело зеленое существо, вот это. А, лягухи. Окей, лягухи выглядят мемно. В первом голосовании вылетела летающая зеленая штука. Я забыл его имя. Глерк.
Но пока месть осталась синий, который носит предметы, и голем. They are cute and derpy. Ты за кого, That's the кстати? perfect description of them. Просто понять мы примерно с тобой на одной стороне And did you see the one that баррикад jumped like или backwards? ты нет. One fell in the water. Silly frogs. Вдруг And ты they do, за like, they do этого. love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaves, Честно, because I mean я the подожду, big пока drip ты leaves kind of look ответишь, like lily потому что я pads. скажу, But the funny thing with that is then when they Или jump on что-то top of the типа, big drip leaves, it's gonna tilt and then it falls down. One of them did it just. Maybe it's a like frog slide. No. Стоп. Тогда And you're adding победили. another little Лягушки? tiny creature to this update. Yes, Блин, the я помню, было fireflies. голосование за лягушек, но я не помню в каком. So you can see them roaming around, adding a lot of ambience to the swamp. Это будут making мобы it feel just или nice and cozy частицы? at night. But really, my favorite part of them То is есть just тут making the прям важно, world это мобы come или to life, like частицы? feeling like there is life going on all Потому что around you. пока And мест это выглядит. oh yeah, also they're frog food. Yeah, forgot to mention that. They're frog food. Лягушки выглядят, ну, Yeah, but look how happy that вот frog с этим is. выдвигающимся языком, это как будто бы даже So перебор, you can both типа, enjoy them in the atmosphere, and the frogs get Ну, to eat. So that's, you know. как будто бы излишние Now, лягушки. Они we're не calling схожи them со всем остальным, что есть в fireflies, but Майнкрафте. Corey, is that what you called them Они growing up? такие. Actually, no, we called them lightning У вас bugs. есть I did аксолотли too. And in там, Swedish it's какие-нибудь заклинатели, но мы-то реально лучше. okay. It's very interesting. То есть It became лягушка like это как a lot будто of бы people talking about what зазнавшееся you called животное it в growing Майнкрафте up. But we're будет. really excited to have Они fireflies будут ходить or постоянно с lightning bugs поднятой in the вверх game. головой и I want to know раздвинутой в more разные стороны about глаза. baby frogs. Это Yes, so you know all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. будут маленькие лягушки, которые... А их... То есть они добавили, по сути, головастиков. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the Так, если на них tadpoles. будут охотиться аксолотли, я согласен, в принципе, пускай охотятся. We have frog variants, and when a tadpole grows Мы up, it имеем will pick еще a и variant depending on the разных. temperature in the Что? biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really cold place, Они it's going будут to turn into a расти snowy в frog. несколько стадий. Yeah, as you can Это see ну, here. самый маленький. So, the frogs has kind Потом of у like него two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So frogs are like the first В cold-blooded зависимости от animal биома будут in разные цвета. Minecraft. And in real life, there Да. actually are frog variants that pick a color Они берут depending on, цвет like, or they adapt their и color адаптируются depending on под temperature. цвет And we wanted to have that in температуры. Minecraft. We wanted to like Minecraftify it. So therefore, the tadpole's gonna pick a variant instead, depending on the temperature. That's so cool. And there are three То есть, по variants. сути, можно Okay, как so так. we've seen two. Я What's сразу the начинаю third думать, one? как я The буду third на one is этом the делать tropical frog. бизнес на сервере. So let's say you Как were вариант, venturing out into the разводить desert их в or the одном jungle, and биоме, you типа take там, где your будут tadpole покрасивее, with и you, and if it перевозить grows up их. there, it'll Вот, turn допустим, into a белое, lovely ну tropical frog. классно же. And what I really love about Но the не у tropical каждого frogs есть is how белая just лягушка. relaxed they look, and they like blending into the Вы sand это almost. They're just so relaxed. Не у каждого есть белая лягушка, Yeah. так что, ну, And I think разводить их в there's a одном reason месте, that- перевозить в Yes, другое и there is a продавать reason they втридорога. White. So, like, I was reading a lot about Типа, frogs. ну, Always when we had something шанс we read того, a что у lot. кого-то Super fun, есть, 'cause we can be really geeky. знаю, And then I learned about the зелёная. real Ну, life он же frog реально that's called выше, grey нежели phoneless ежик. tree frog and Пошли. lives, for example, in Angola, Botswana, and Kenya. В And that Ботсване, frog can actually конечно, turn almost и white to avoid overheating. некоторые So that's like лягушки the действительно inspiration могут for быть the белыми, tropical frog in чтобы Minecraft. I love all прятаться. three of them. Мне And you нравятся didn't. все So три, you have these different color То есть вы имеете variations, but три you also разных have something else цвета, special about the которые frogs. So становятся, each frog являются разными variant can видами have лягушки. something unique that will Да, be это то, useful for the что players. But we actually don't even надо know what знать that is yet because игрокам. we are working on the frogs right now. И мы That прямо is so сейчас cool. So работаем. Corey, О, это очень хорошо. which frog is your favorite? Какая It's лягушка gotta be the твоя snowy любимая? frog. They look so cozy. Ooh, Какая? I'm tropical frog. I'm very interested to see which Тропическая. one the community loves the most. Так, у Or нее none of them, тропическая, у all него of them. я прослушал. Exactly. Thank you so much for joining us, Corey, and taking us into a deep dive of Соболезную, чел. all Тебя really cool выгонят swamp через things. Yeah, 5 happy to be минут. here. Все, Thank you, уходи. Corey. Thank Of you, course. Corey. Все, Gonna hop уходи, on давай, anyway. да. Bye, So Corey. many puns. Они все, I like они уходят уже, ну, все так. This is А, quite an awesome не update, and I уходить. mean, I really see the name for the wild update.
you get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really like that beautiful nature and the super terrifying deep dark. And I love that contrast between these two things. И It's absolutely amazing. новый бастион, новый данж. Well, we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by. Почему бы и And нет? a lot has happened during this Почему бы show. и нет? So let's look back at some of the biggest Действительно. announcements, and then we will reveal сейчас the winning mob. Мы увидим победившего моба. Вот не вовремя чел ушел, но окей. Так. Ой. Чё? И по итогу из 3 выигрывать. Я хочу, чтобы выиграл Голем. Я не голосовал. Но я верю в то, что выиграет Голем. Потому что Голем классный. Он выглядит супер. Кто так не считает? Ну, вы чё? Так, я узнал, как выглядит превью на этом. Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Hey Jens, do you have the results? Yes, I have them right here in my chest. Так, Йенс, у тебя есть результаты? Да, You у really меня came in есть. style. О, как захватывающе. Ха-ха-ха. Thank you so much. That О, looks really спасибо comfortable. очень. Выглядит Okay, but now Окей, it's time и to announce сейчас the время winner. узнать, кто выиграл. Okay, Окей, and the и winner is победитель the это... LA. Wow. I'm Ладно, super happy about that. It's a lovely, lovely mob. ладно, That LA. is so exciting. So Agnes, when can everyone expect the LA? So the LA will be included in the Wild update, and it's going to be released next year. Next year, the Wild update with the LA. Обновление в следующем I can't году. wait. Thank you all so much for joining us. Minecraft Так, wouldn't какие по be итогу what it is были, today without ну, all как of you, from распределили? all of us at Привет, Mojang Шабак, Studios. привет, как Thank you Твиттер? so much. Рано еще. Bye. А, все, пока. Так, Твиттер, Майнкрафт. Как голоса распределились вообще? Кто? Все? Подождите. Подождите. Майнкрафт. Подождите. Подождите. Так, подождите. Подождите. Секундочку. LA? Как? Сколько у него голосов? Ну. Сейчас, на секундочку, просто, ну. LA? То есть, ну, LA? Так, 1 час назад, октябрь 14, октябрь 13. Что это? Шутки про Дрима, окей. И LA. LA? LA. 6 часов назад, 34 минут назад. Где новость про LA? Стоп, они уже... А, нет, 9 минут назад, 3 минуты назад. LA выиграл. Где голосование? Как выглядит голосование? А! Почему LA выиграл? Он вроде такой никакой. Ну, let's go. Let's go.
Окей. Окей. Когда это? 11 секунд назад. Я не понимаю, как найти... People... Так. Что? С каким процентом он выиграл? Ладно, видимо, я не найду процент. Так, ну, получается, все. Так, это... LA выиграл. Следующее обновление. Это обновление, в сути, чего? Косметическое. Я угадал. Я выиграл. Блин. Сложно выиграть. Почему у меня следующее? Окей. По итогу выиграл LA. Ну, не знаю. LA? Как будто бы, ну, не LA. Ладно. Окей. По итогу следующее обновление. Это обновление всего по чуть-чуть. Ну, или косметическое, как его назвать. Выиграл LA. Что меня печалит. Ну, что, все, мне нечего больше прокомментировать. Так что да. Блин. Получается, что же у нас получается? Я не знаю. Что получается? Что там странно. Это, стоп. 1.19 будет или 1.8? Секундочку. Сейчас что? Сейчас 1.17 или... Ой. Или 1... Сейчас 1.17. Скалка добавит и все подобное. В 1.18. Получается... LA... Ну и непосредственно жабки и все подобное в следующем году. Какой по итогу процентаж проголосовавших? Так, по итогу на Маинконе 2021 процентаж голосов составил 'Ха-ха'. С каким счетом? Живое мероприятие. Что? Ладно. Где найти процентаж? Видимо, не найду я в ближайшее время процентаж. Окей.
Ладно. Сколько там загрузки? Недолго. Окей. Что ж. И тогда... А сколько сейчас времени? 20:40. Ну, получается, еще минут 20 у меня есть. Пример. Примерно минут 20 у меня есть, да. А дальше что? Не ясно. Ну, скорее всего, ясно. Но не ясно. Что ж. Ну, получается, да. Получается, да. Ну, я пошел, получается, реально. Окей. Окей. Все. Я могу запустить. Это да. Музыка и звуки. Включить музыку. Розбійники. Це не дуже гарно. То, що прийшли розбійники. Це дуже негарно. Щас, почекайте. Я десь заплутав. Це дуже негарно. Я запутался. Так, мне желательно взять топор, чтобы я нечаянно... он исчез сам по себе. Какой молодец. Ай. Почему они не начинают по друг другу стрелять, когда попадают? Да блин. Я многого прошу от выстрела увернуться. Так, по 10-бальной шкале я бы оценил следующее обновление где-то на 6,5. Не, 7. 6,5 и 7. Плюс-минус так. Какой стак? Что? Стоп, а почему у меня два чуть поломных инструмента? Класс. Так. Так, у меня ничего не покупали еще. Обидно. Досадно. Ну, ладно. Что ж. Бывает. Тудун, 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 бум, 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 Как же я отлично комментирую происходящее. Однако... Да. Так, все. Окей. Стоп. Показалось. Ладно, бывает. Привиделось. Все, окей. Ай. Я наконец-таки перестану
падать в этот каньон. Вау. Вот это да. Я люблю варить борщ, потому что это... да. Мощь. А еще я играю в Майнкрафт каждый день. Вот это да. Ладно, что это было? Я не понял. Я сам не знаю, что это было. Уже нет, уже хорошо. И почетное закрытие данной дырки, данного каньона объявляется открытым прямо сейчас. Поздравляю, товарищ. Я перестану туда падать каждый раз, когда либо что я только что сказал, я сам не понял. Не знаю, какие комментарии, типа, что мне сказать? Ну да, обновление, дикое обновление. Так не дикое, такое панька, конечно, обновление такое. Здравствуйте, вот я такой вот панька все-таки, а не обновление, да, не дикое вообще. В чем дикость? Болото? Вау, болото. Что еще? Кроме болот? Да, в принципе. Новый данж. Хорошо, в принципе, новый данж. Хорошо. Если он будет спавниться так же часто, как лесной особняк, например, от него прям много пользы будет. Прям. Если он, в то же время, если он будет спавниться как, не знаю, деревни, которых по 3 штуки бывает найдешь в нескольких метрах друг от друга, тоже не то будет. Ой. Вот зачем мне тут данж? Ради пик. Не знаю. А монстра того, ты не убьешь его просто так, простыми инструментишками какими-нибудь, такими дешевенькими. В то же время, если у тебя будет уже незаредка, все это, на кой черт тебе тут данж? Если в назаритке тебе уже, никакие данжи не нужны. Это обыденная ситуация. Странно. Странно. Новые блоки. Супер. Мне, как застройщику и прорабу, все нравится, в принципе. Типа, новые блоки лучше. С другой стороны, зачем мне шоколадное дерево и... Видимо, надо будет что-нибудь из вельвонки построить. Шоколадную фабрику, например. Когда появится шоколадное дерево, шоколадная фабрика. Причем блок для создания плиток белого шоколада. Или такого грязно-белого. Не знаю, может, вы уронили. Шоколада тоже появится. Эти вот кирпичи. Вот для этого. Для плоского мира плюсы только разве что. Вот мне нравится, как это называется, глиняная керамика, я вспомнил. Это да. Но вот глину ты нигде не возьмешь. А керамику тебе там как повезет. Выпадет тебе обычная керамика. Хотя я даже не уверен, что она может выпасть у жителей. Не выпадет. Не отчаивайся. А если есть возможность, когда они появляются, хорошо, это плюсик. Но минусик в данной ситуации, что больше плюсиков я не вижу. Типа, новый данж, новый... мобы. Лягушка классная, мемная. LA. Не знаю. LA? Серьезно? LA? У вас был там голем медный. Медный голем.
Но нет, LA, серьезно. Ну, в игре, когда есть голем и LA, ну, как будто бы выигрывает голем, а не LA. Окей, мы можем немного изменить ситуацию. Когда есть голем, LA и третья штука выигрывает. Ну да, скорее всего, тоже голем, но LA. Что? Ну вот, хоть не знаю. Ну, не, ну. Мях. Вот все, что я скажу. Мях. Я выражу свою позицию через мях. Ахмед? Сколько? 20:51. А это значит, что хватит, пожалуй. Хватит. А хватит чего? А хватит всего. Получится, что? Получится все. Я сижу здесь. А, тут 30 блоков. Блин, почему у меня ощущение, что я запутался только что? 30 блоков. Я правильно сказал? Да. 30 блоков ровно. Да, вроде правильно. 30 блоков ровно. Ровно это город в Украине. А какой гений мне тут посносил песок. Ах ты ж, подлива, блин. Он мне тут песок сносит. Ты чё? Пес. Плюс суд. Песок мне сносить. Ужас. Ужас. О, сколько? 49? Блин. Ну не. Ну, посидеть еще, ну, сколько? 10 минут. Ну, я могу. Я не могу. Ну, не знаю. Отключиться. Пуру. Секундочку. А, окей. Ну, разве что в Skywars. Ну, только в Skywars, конечно. Только. Поехали. Командный режим, окей, рыцарь. Ну, парочку игр в Skywars, конечно. Не одну игру уже. Что это там происходит? Так, оп. Альтабнулся обратно. Так, окей. Почему я их не мог бить? Гений игры. Пока мы все живем в 2021, этот чел живет уже, я не знаю в каком. Да блин, мне еще и звонят.
Окей. Так, стоп. Я тут, блин, вот это да. Вот это да. Я ем борщ, потому что это... Ну, чё просто слишком даже. О, окей. Окей, это окей. Окей, просто окей. Я не добросил. Я перебросил. Ладно. Ай, ладно. Окей. Окей. Да пусть. Пускай. Ладно. Угу. Я лагал. Да, именно поэтому я проиграл. Да. Конечно. А. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12. Так, окей. Тут тоже... Нет, я не хочу стать с сердцами. Нет. Можно я уже выйду? Это не игра, это издевка. Это какая-то издевка. Кто играет с 30 сердцами? Ну, кто эти гениальные гении? Ну, они не знают, что с 30 сердцами неудобно играть. Ну, по крайней мере, не очень хочется. Но им не важно. Им важно с 30 сердцами. Блин. Это... Да. Это я придумал. Они, кстати, это не они придумали. Это было и до них, и после них будет. Но им не важно. Им главное погоготать. Надо запомнить то, что... Окей, это было просто. Это будет даже проще простого. Но все же это будет не столь важно. Не столь... А мне как раз таки нужны были, быть может... Ой, так, Блейзы, вот эту штуку. А может, мне и нужны. Да, мне определенно точно нужны. О, повезло. Так, дальше сундучок. Опа, хорошо. Невидимость. Почему и нет? Ладно. Просто ник мы, может, не будут видеть. Уже хорошо.
Так, у меня 13 это... Я могу себе позволить их использовать вот так. По щелчку пальцев. О! Жертв. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Красавчик. Сыграл так сыграл. Да блин, этот батон меня не отпускает. Серьезно. Играю серьезно. Ты серьезно. Что? Я где-то слышал игрока. Не знаю где, не знаю кто и что он делает, но все же я где-то точно слышал игрока. Ты серьезно, чел? Ну, серьезно. Меня поджечь? Такая глупая затея. А, ты последний. Блин. Понял. Ты. Все. Так. Итак, минута. Минута осталась. И все. И все. Отчет. Я, может, пройду, а может, нет. Не знаю, за минуту я не выиграю, но все уже. Попытаться стоит. Или нет. Или да, или нет, я не знаю, быть может. Пожалуй, все-таки нет. О, кого можно же рейдить? Уф. Джек Лу. Да-да. Оу. 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 Гений, блин. Да, блин. Ненавижу вот таких людей, которые бегут и ломают сундуки. Ну вот на кой ты его сломал? Ну вот на кой он его сломал? Скажи мне. Вот ты, Утика. Утика. Вот зачем он его? Зачем он его сломал? Вот ему полезнее стало от того, что он его сломал. Ну нет же. Он только другим мешает. Хотя, с другой стороны, учитывая, что он уже помер. Ну, я постарался. Я дурак, который выкинул только что свои перла. Всякий мусор подобрал. Ай, неважно. Ай. О, спасибо хотя бы за лук. Скажи, ты гений или кто? Ой, дурак. Гениально. Гениально. Побежал, ударил меня один раз. И помер. 2 раза, окей, 2 раза. Гениально. Вверх. Гениальность. Даже вот этот чел, который ударил меня, пока я альтабался, даже он больше сделал. А, у него было 4 убийства, окей. ББ. Я пошел. С меня довольно. Так, ну тут просто нет вариантов, так что я, пожалуй, просто такой. 1, 2, 3. А, стоп, нет. Раз, два. А, все, окей. И не поставил.